Как нам стало известно, из значит, правоохранительных органов поступило сообщение с борта о том, что значит, на теплоходе, выполняющем рейс Ташовка-Казань, значит, имеется перегруз. И значит, началась проверка органов внутренних дел совместно с прокуратурой. Параллельно значит, мы после этого случая тоже, не после этого случая, а стали этот случай рассматривать у себя, делаем свою служебную проверку. Но, к сожалению, наши возможности гораздо меньше, чем у правоохранительных органов. Ну, например, мы не можем опросить граждан, опрашивать. Мы можем опросить только своих, значит, сотрудников, провести какие-то свои мероприятия в рамках предприятия. Ну, сложность, например, в чем? На сегодняшний день у нас не опрошен сам сменный капитан Миронов. Он находится под домашним арестом, и со следователем мы общались, он нам запрещает с ним разговаривать, ну, под видом того, что не оказать на него какое-то давление. Ну, поэтому запрещено. Матрос, один из членов команды, до сих пор лежит в больнице, тоже к нему доступа нет. На сегодняшний день из 3 членов команды у нас опрошен только один рулевой, моторист рулевой, да. В этом сложности есть в установлении всех причин и условий, способствующих данному происшествию. Но, значит, исходя из нашей служебной проверки, она еще пока не закончена. На время служебной проверки члены команды отстранены от занимаемых должностей. То есть не только капитан, да, но и... Нет, да, потому что надо установить степень вины или невиновности каждого члена команды. То есть компания не может однозначно пока сказать, что перегруза не было или перегруз был? Ну, исходя из видеоматериалов, значит, которые мы предоставили следственным органам, значит, из них видно, что, считая фактически по головам, что перегруз все-таки был. Но если компания не уверена, а число проданных билетов? Число проданных билетов по документам, значит, соответствует требованиям. Было продано 294 билета. По регистровым документам судно может перевозить 303 человека. Ну, а по видеоматериалам, значит, установлено, что вышло с теплохода 401 человек. 401? 411. 411. Да. Ну, насколько это вот с точки зрения там опасно, не опасно? То есть упирают же, в принципе, на то, что это там Булгария и так далее, перегруз. Ну да, вот мы поэтому и хотели, сказать, сейчас же вот весь такой ажиотаж, да, идет в сравнении с событиями двухлетней, трехлетней уже давности, это Булгария. Но это не в оправдании, конечно, капитана, да, мы можем сказать, вот у нас есть документы, что с момента постройки судно запроектировано на 450 человек. То есть оно может по своим техническим характеристикам перевозить 450 человек. Но, значит, регистром установлено 303 человека из количества имеющихся на борту индивидуальных спасательных средств. Поэтому, значит, такое ограничение есть, 303 человека. Мы обязаны держать на судне 102%, минимум 102% индивидуальных спасательных средств. В ходе проверки установлено, что индивидуальных спасательных средств на судне оказалось 345 штук спасательных жилетов, да. Ну, понятно, все равно этого недостаточно. Но кроме этих спасательных жилетов на судне есть спасательные плоты, спасательные круги и спасательные скамейки, они называются, которых, если общее считать, более 450, на 450 человек. Но это не в оправдании капитана. Он при любом раскладе не должен был допускать перегруз. То есть мы сейчас говорим о том, что, значит, видимо, мы только можем сейчас предполагать, что капитан, зная, что у него есть такие средства, и зная, что теплоход рассчитан на 450 человек, из каких-то своих соображений все-таки допустил перегруз. У него опыт работы очень большой и в данной должности, и на конкретном судне. Вот что его сподвигло пойти на этот перегруз, к сожалению, нами пока достоверно не установлено. То есть, то ли он пожалел этих людей, допустил перегруз. Мы, значит, установили, что были неблагоприятные погодные условия, резкое понижение температуры, значит, ветер поднялся, дождь пошел, да.
На последней, видимо, станции и на предпоследней скопилось достаточно много народа, но все равно он не должен был допускать. То есть, а в этих случаях как он должен был действовать? То есть он должен был действовать, он должен был доложить, значит, диспетчерскую о том, что у меня, значит, все полный пароход, да, и на такие случаи мы высылаем, организовываем дополнительные рейсы. То есть на ту станцию, где остались люди, идет дополнительный рейс, дополнительное судно. Понятно. То есть, а с другой стороны было продано 294 билета, да? То есть, как же людей-то сажали? Зайцами, получается? Или как? Вот я поэтому и говорю, что тяжело до конца нам провести служебную проверку, да, вот я вам объяснил, почему, какие причины. То ли это, значит, я говорю, то ли он пожалел людей, то ли, я не знаю, может быть, какой-то корыстный умысел у капитана был, то ли, может быть, какие-то это знакомые его были. Но это еще предстоит как бы выяснить и следственным органам, и нам, видимо.